Всем привет, дорогие мои друзья! С вами снова я, Марина Бердник. Вы на канале Мари Арт Живопись маслом. Сейчас вовсю цветут ирисы, и будем с вами писать ирисы. Холстик у меня 20 на 30, но также подойдет хорошо 30 на 40. Можете брать, вытянутый какой-нибудь. Начинаем размечать кисть синтетика. Возьму я красочку коричневую, наносим сеточку, как обычно, делим на 4 части горизонтали, вертикали, проводим приблизительно ровные линеечки. И вот красочкой я красной с белилками, чтобы видно было, да, отличались оттеночки, буду намечать наши цветы. Вот самый главный наш герой, да, на переднем плане большой ирис. Смотрим, сколько он места занимает в клеточках в наших. Вот сзади там лепесточек, краешек виден. Сбоку вот здесь такой интересно изогнутый лепесток, сбоку мы видим, боком. Также наметила серединка, где у меня будет. И вот вперед уходит такой красивый изогнутый лепесточек. Линии делайте плавненькие. Кое-где, да, у нас только такие вот угловатые, а в основном не делайте лепестки очень такие, как сказать, ровные. У ириса они вот как ткань, рюшечки извиваются, вот такие вот. Также показываю на лепестках, если вот конкретно видна граница света тени, тоже это показываю. Сзади небольшой ирис виднеется, не полностью, но почти, да. Намечаем его лепесточки. Здесь вот наметила, слегка будет не раскрывшийся бутончик у нас прямо на этом ирисике. И еще один небольшой сбоку. Намечаем. И также покажем бутончики, где у нас какие есть. Листочки, вот посмотрите, наметила границы, да, где они у меня будут, чтобы их сильно узко не сделать, либо сильно широко. И в эти границы уже как бы намечаем. Вот главный листочек обязательно покажем, красивый, изогнутый. И так вот уже где-то в бока уходят листочки какие-то. От главного нашего ириса также стебелек обязательно покажем. Возьму вот такую вот кисть синтетика нейлон номер 6. То есть такая вот в детском магазине покупалась, как бы совсем недорогая. Смешиваем цвет, берем за основу белила, добавляем красненького, желтенького, светлый такой персиковый оттеночек получается. И вот этим цветом закрываем пока полностью лепесточек на дальнем ирисике. А дальний листочек посветлее, в этот же оттенок больше белил. Добавили. Сюда же красненького чуть-чуть. Краски берем по чуть-чуть, прям совсем. Оттеняем красного, коричневого оттенили. К низу лепесточек более такого разбеленного желтенького добавили. То есть отличие в оттеночках должно быть вот вообще совсем нюансы.
Добавили еще красного, вот теневую в лепесточке, он так вот загнулся. В теневой сверху больше красного, на лепесточке сверху больше беленького. И тоже оттенки наносим и плавненько их растушевываем. Сделали оранжевый цвет, желтый, красный, к низу лепесточек еще показали таким цветом. Немножко красненького набираю, наметила бутончик наш, неровная капелька, да, видим такой вот он. Делаем цвет, кисть протираем от белого, караплак красный и темный фиолетовый. У меня фиолетовый это кобальт, ладога, аналог. Он такой полупрозрачный. И вот нижние лепесточки такие вот темные прям. Караплак красный, он красный, а вот в смеси с фиолетовым он такой благородный, такой красивый темный цвет получается. Смотрите, если вы хотите сделать на лепестке цвет посветлее, добавляйте чуть больше разбавителя. Разбавитель, кстати, не сказала, у меня White Spirit без запаха. Чем больше у нас разбавителя, получается красочка пожиже, она ложится более тонким слоем, более прозрачная получается. Делаем оранжевый цвет и прям уже пастозненько на краешек кисточки набираем такими вот, как макательными движениями. Знаете, по лепесткам у них такие вот идут красивые тычинки. И верх их можно более светленьким, желтый с белилками, таким цветом проложить. Делаем опять наш персиковый цвет светлый. Будем прорисовывать наш главный рис. Вот этот боковой изогнутый лепесточек показали. Около края он посветлее. Такой светлый-светлый цвет. Берем чистые белилки, края высветляем. Красочку можно пастозно. Светлые места у нас любят пастозную краску. Слегка желтенького нанесли. С правого края лепесточек более красненький. Тоже наносим и мягенько растушевываем. И вот здесь такой изгиб у него виден. Как бы боковая часть. Светлым краешек еще высветляем. И вот берем чуть-чуть вот этого фиолетового. И видите, около светлого края проложили более темный цвет. Тем самым наш светлый краешек стал ярче. Передний лепесток вот этот вот совсем, видите, светленький-светленький такой. Практически белый, но не белый. В кисточке присутствуют у нас уже оттеночки розоватые, да, вот эти все. Они подмешиваются, и как бы я почти белый набираю. Вот эта прожилочка на лепесточке, наносим красный, мягенько растушевываем. Такой вот нежные переходы должны быть. И красочки набираем очень-очень мало на кисточек. Прям на кончик волосочков буквально. И вторая половинка этого лепесточка также светлым цветом закрываем. С кисточки даже вот остатки фиолетового добавляются. Снизу мы вот наши взяли розоватый вот этот вот замес. И прям таким вот оттеняем. Поверху чуть-чуть также красненького, желтоватый в серединку, разбеленный желтый. И вот краешек лепесточка, который дальше, прям совсем-совсем такой вот белила с желтенькой даже можно. Светленький-светленький. Берем чуть-чуть краплака, можно красного, можно краплак с красный с кадмием красным смешать. Снизу потемнее делаем.
красно-коричневым серединку вот можно, либо с краплачком, что-нибудь такое потемнее сейчас. Это мы закладываем темное место, где потом у нас будет оранжевая, желтая, вот эта серединка тычиночки. Краплак с фиолетовой, вот листочек. Намечаем теневая, он там изогнут. И краплак красный с кадмием красным. На просвет вот здесь вот место у него просвечивается, более такое светлое. И опять берем краплак с фиолетовым. Передний наш лепесточек закрываем этим темным цветом. Красочка, если тяжело ложится, набираем на кисточку разбавитель. Но разбавитель набираем, вот самый краешек, кончик кисточки окунаем в разбавитель, то есть не полощем ее там. Вот направление я показываю, да, как у нас должно закрашиваться направление мазков. То есть к серединке и к основанию лепестка двигаемся. Можно обвести по контуру и потом уже закрывать по направлению. Это очень важно, вот эти все прожилочки, все эти направления движения кисти, это задает нам как раз такие вот изгибы все эти, чтобы было у нас похоже. Вот смотрите, если нам надо высветлить место, не берите белый, не высветляйте никогда, яркость не делайте. Вот возьмите салфеточку и лучше протрите эти освещенные места, где вот лепесток у нас более яркий. Белый, он не даст яркости цвета, он наоборот его глушит. Он его высветляет, и яркости никакой не получается. Лучше протрите, пускай этим белым как бы заменяет цвет белый холст. Это будет намного ярче, чем вы добавите белого. Вот светлыми цветами какие-то на лепесточке показываю полосатость у основания лепесточка. И вот берем желтенький с красненьким, желтенького побольше. Ну, смотрите, чтобы видно было, да, на этом красном оранжеватым оттенком, прям пастозно уже наносим вот эти как тычочками все вот эти красивые наши тычиночки, все эти. Сначала прокладываем желтый с красным, оранжевым, потом желтый с белилками, более яркие где-то на макушечках. Прям красочку пастозненько. Сильно не давите на кисточку, чтобы отпечатывались такие вот маленькие точечки. И вот здесь на освещенных местах, где-то по краю лепесточков, высветляем, делаем небольшие облечочки. Не ровная линия, а знаете, такой как бы азбука Морзе. Тире, точка, точка, тире, вот такими вот какими-то интересными. Не сплошной линией именно, или там одинаковыми полосочками. Вот здесь свет у нас, да, лепесточек изогнулся, и внизу подчеркнули темным. Опять-таки вот на просвет, который лепесточек, слегка протерли. И темно-фиолетом навстречу, если много вытерли, да, можно навстречу этому высветленному, как бы нашим краплак с фиолетовым, движение чуть-чуть вот дать, как бы подкрасить. Вот следующий лепесточек. Опять-таки верхушечка темная, снизу чуть-чуть темного. Дальше вот кусочек виден, здесь уже можно даже, он очень темный, даже индиго чуть-чуть добавить, чтобы такой прям темный-темный фиолетовый был. И вот здесь тоже просвет, красный с краплаком красным, такой оттеночек. Вот беру чуть-чуть белилок. Прям вот кисть можно пальчиками согнуть, чтобы она была плоская. И вот этим плоским краешком
наносить вот эти тоненькие полосочки. Опять-таки протерла, где мне надо яркие места. Слегка вот эту полосатость покажем. Сначала таким розоватым, а потом уже как бы плоской кисточкой аккуратненько какие-то вот эти вот полосочки светленькие, беленькие оставить. Поправляю форму ему интересную, извилистую делаем. Обратите внимание, на этом лепесточке, вот там, где мы кусочек, да, виднеется с индиго, и вот он с вот этим кончиком сливается, там я и как раз таки проложила этот светленький блечочек, чтобы их как бы отделить. Но он не белый, да, видимо, слегка-слегка. Вот красный скраплаком заполняем следующий наш ирисик. Он у нас уже немножко другой, да. У этих светлые верхушечки, этот более такой вот красный. Скраплаком, вот теневая часть, показываю его. У основания, где-то сбоку. Краплачок вот на лепесточке на этом прожилка, провели, да, она почти у нас вертикально. И вот от нее как бы елочка перевернутая, да, елочку мы рисуем как бы от макушечки вниз веточки, да, так спускаемся. Здесь наоборот, как бы вот такие вот прожилки в таком направлении заполняем. И опять-таки нижние лепесточки у него тоже такие будут темные через краплак с фиолетовым. Подправляем форму, если надо. Вверху чуть-чуть вот этот боковой лепесточек высветлила. Вытемнила. Высветлила. И вот нижний небольшой лепесточек также заполняем через краплак с фиолетовым. Тем самым, вот смотрите, появился у нас темный вот этот цветок, красный, да, с фиолетовым. И наш вот этот передний главный герой, цветочек, становится еще ярче, да. То есть темное рядом со светлым, контраст большой, и это красиво смотрится. И вот опять на этом же лепесточке светлые участки, где мне надо, я протираю. Также по красным лепесточкам вверху тоже где-то сделаю светлые участки, протру слегка. Беру зелень, оливковая у меня. Вот меня спрашивали в комментариях, оливковый это смешанный цвет. Нет, друзья, оливковый это, он так и есть, он так называется в мастер-классе оливковый, ой, не в мастер-классе, Тициан Малевич. Краска, она так и называется, но она, скажу я вам, вот в гамме тот же оливковый, он очень светлый такой, прям сравнимо с этим Малевичем, вот изумрудная у меня, ну светло-светло-зеленый. А вот этот оливковый, он напоминает больше травяная зеленая, либо веридоновая зеленая, вот какая-то такая спокойный такой цвет, не яркий, более натуральный, природный такой. И вот им, ну только не чистым им, а с добавлением коричневого прорисовываем пока таким вот темным наши стебелечки от главного цветочка, от бутончиков. Вот этот главный листочек, изгиб верхний, мы даже с желтеньким его добавили. А вот здесь теневая у него идет. Можно даже индиго добавлять, чтобы показать вот эту тень. И опять-таки вот уголочек тоже уходит в тень. И как бы навстречу более светлому мы двигаемся, как бы такая плавная растушевочка получается. Вот белилки с желтеньким, либо можно просто желтенького взять. Еще больше высветляем вот этот изгиб, который на свет у нас попадает, и он более светлый. От бутончиков тоже. Где-то бутончики уже такие вот-вот раскроются, да, где-то еще совсем закрытые такие зеленые шишечки. Наносим пока
так вот, как не особо, да, вырисовываем их. И почему вот хочу сказать, мы начали не с фона, да, а с самих цветов. Потом я вам покажу, почему именно так мы начали. Вот внизу листочки прорабатываю более темным, даже с добавлением индиго. Вот теперь добавляем у бутончика нашего зелень. И вот через цветочек зрительно провели, да, линию, где у нас он будет стебелек этот выходить. И внизу его также добавили. Где-то уже смотрим, добавляем где-то листочков, где-то бутончиков этих, да, ну, то есть заполняем пространство, чтобы у нас листва, зелень была внизу. Продолжили стебелечек. Вот здесь тоже какой-то стебелек, пускай будет. Бутончик. Пустоту, вот видите, закрываю бутончик. Кисть плоская синтетика, берем белила и индиго. И вот теперь смотрите, почему мы рисовали сначала цветы, а потом фон. Для того, чтобы, друзья, фон наш был интересный. Смотрите, когда мы обрисовываем в масле все эти цветы, хочешь не хочешь, а оттенки цветов, да, вот красноватые, зеленоватые, они будут подмешиваться в этот серый оттенок. В минимальном количестве, но подмешиваться будет. И вообще не парьтесь по этому поводу, то есть растушевывайте его в серый. И будет такая, знаете, около цветов легкая, где-то зелененький, где-то розовенький, где-то вот этот наш краплачно-фиолетовый будет подмешиваться. И вдобавок ко всему, когда мы обрисовываем, видите, такие остаются маленькие мазочки. Фон такой получается мозаичный. Если бы мы изначально закрашивали, да, мы бы больше, наверное, выглаживали его как-то. А нам нужно создать вот именно как раз-таки вот эту мозаичку. И как раз будет интересно очень, когда дополнительные эти оттеночки. Вот смотрите, зеленоватый подмешивается. Поближе я потом, когда покажу, вы увидите, что там совсем нюансы. Но вот эти оттеночки, они присутствуют. То есть, если бы мы в этот цвет на палитре замешивали и добавляли бы розовый, могли бы переборщить, да, где-то, и оно бы, ну, очень уж ярко были добавлены эти оттенки. А так у нас вот то, что есть, как бы на холсте, там чуть-чуть мы стараемся, да, обрисовываем, но оно все-таки подмешивается. И как бы, то есть оставляйте так, это очень красиво. То есть у нас получается цветы одного там цвета, да, и зелень. И эти же оттенки присутствуют в фоне в нашем. То есть они получаются как в гармонии. Вот здесь хорошо, да, видно, как зеленый подмешивается. Внизу добавляю чуть-чуть больше индиго, потемнее, а вверху будет немножечко светлее. И вот полностью все пустые места наши, где остались, обрисовываем аккуратно цветочки, все это дело наше заполняем. Кисть вот широкая, да, большая, где совсем маленькие участки неудобно, прям вот уголочком кисточки. Вот здесь видно, как этот серенький наш стал слегка зеленить. Индиго это у меня от Гаммы. Он такой, в мастер-классе индиго мне, конечно, больше нравится, но этот тоже надо израсходовать. Вот более темных добавляю уже, когда полностью перекрыли, мазочками, прям видите, такое вот движение, в фоне движения присутствует.
Индиго в мастер-классе он более голубее, что ли. А в гамме он какой-то вот больше серый просто. И вот сейчас, когда мы полностью заполнили фон, уже можно взять зеленый и аккуратно проработать, где, допустим, вот прокрашивали и стыки все равно вот белый холст виднеется, подправить стебелечки, листочки, лепесточки на цветочках наших, более четкими сделать. Также очень хорошо слегка, только слегка добавить в зелень красного. Вот добавляю уже какие-то на наших бутончиках листочки красноватые. Бутончики тоже смотрите, чтобы все и цветы, и бутоны находились не на одной линии, а вообще вот как бы какой-то выше, какой-то ниже, то есть на разных высотах они находились. Также где-то смотрю лепесточки, да, подправляю. Если этого требуется, как бы, можно подправить. На бутончиках темненьких участков добавляю. И вот беру желтенький слегка и тоже на зелени покажу кое-где светлые участки, чтобы она такая темная не была. А так вот кое-где помигаю, чтобы такое вот разнообразие было. И пастозно беленькой красочкой вот нашего главного героя. Какие-то основные моменты, да, на лепестках слегка вот показываю. Высветляю краешки в основном. И вот посмотрим поближе. Посмотрите, вот какое движение в фоне мазочков, да. Вот бутончики видно. Видите, как цвет от цветов подмешивается в фон. Вот розоватые виднеются. Вот от бутончика, да, и коричневатые, красноватые. Здесь вот зелень в фон подмешивается. Вот он, лепесточек главный такой вот получается. Прожилочки. Серединка, видите, как пастозно, прям ляпушками такими. Вот такие симпатичные ирисы у нас получились, друзья. А на этом наш мастер-класс подошел к концу. Спасибо за просмотр. С вас лайк, подписка, если не подписаны, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И всем пока-пока. До скорой встречи в новом видео.